Глава 1581. Бусина усиления чувств. Он бросил взгляд на источник золотой молнии и обнаружил, что длинноволосое чужеземное существо уже вышло из своего золотого шара, а рядом с ним появилась синяя человекоподобная марионетка примерно 20 футов высотой. Марионетка была полностью синего цвета, и одна из ее рук была поднята, а между ее пальцами вспыхивали тонкие дуги молний. У этого Цзятяньму было не только две высокоранговые марионетки, но и третья, которая была способна использовать дьявольскую божественную молнию. Это стало большим сюрпризом для Хань Ли. Однако он был застигнут врасплох лишь на мгновение и затем, взмахнув крыльями, бросился к серебряному боевому ковчегу в порыве яростного ветра. Вспыхнул лазурный свет, и его массивное птичье тело снова резко распухло. Сразу после этого на ковчег обрушились огромные птичьи когти, и рядом с ними вспыхнули пронзительные молнии. Когти с грохотом вонзились в боевой ковчег, и на его серебряной поверхности была проделана огромная дыра. Затем гигантская птица открыла свой пещеристый рот, и из нее вырвалась толстая молния, мгновенно исчезнувшая в дыре. Вслед за вспышкой молнии из ковчега послышались вопли боли, и бесчисленные существа Цзя-Чи были убиты в мгновение ока. Однако гигантская птица на этом не остановилась и снова взмахнула крыльями, подняв сильный порыв белого ветра. Затем она выпустила ветер в массивный боевой ковчег, и его снесло порывом ветра, в результате чего он с грохотом рухнул на землю. Только после этого птица издала боевой клич и сложила крылья, уменьшившись до человеческой фигуры во вспышке лазурного света. Хань Ли бросил взгляд на землю внизу и сделал печать заклинания рукой, после чего в окрестностях одновременно появилось несколько десятков маленьких лазурных мечей. Мечи дрогнули и устремились вперед в виде полосок лазурного света, быстро расправившись с разрушенным боевым ковчегом внизу. Затем Хань Ли обратил свое внимание на боевой ковчег, разрушенный им ранее, и уничтожил его своими летающими мечами. В этот момент воины в доспехах и гигантские соколы в окрестностях также были почти полностью истреблены зверем плачущей души и леопардовым кирином. Лишь нескольким удачливым выжившим удалось убежать на очень далекое расстояние, но все остальные их товарищи были убиты. Хань Ли не собирался посылать своих зверей за ними и вместо этого просто взмахнул рукой, и из его рукава вылетело черное кольцо. Массивная черная обезьяна мгновенно сжалась и исчезла в черном кольце в виде полосы черного света вместе с леопардовым кирином, который также вернулся в виде полосы золотого света. Хань Ли взмахнул рукавом, и черное кольцо полетело обратно к нему и исчезло в рукаве. Только тогда Хань Ли бросил взгляд вдаль, где стоял Цзятяньму, а затем внезапно полетел к нему в виде полоски лазурного света. После всего лишь одной вспышки он появился примерно в 10 футах от Цзятяньму и равнодушно оценил его. Сердце Цзятяньму дрогнуло, но он быстро пришел в себя и, улыбнувшись, сжал кулак в знак приветствия. «Спасибо за то, что спасли меня, старший. Я обязательно выполню свое обещание и награжу вас разумной марионеткой, когда мы вернемся к древней звездной расе. Ты слишком самоуверен, раз осмелился втянуть меня в свой бардак. Ты не боишься, что я убью тебя прямо сейчас?» В глазах Хань Ли вспыхнуло хладнокровие и кровожадность. «Вы, должно быть, шутите, старший. Если бы вы хотели меня убить, я бы уже был мертв. Кроме того, я только вовлек вас в это дело, поскольку у меня не было другого выбора, поэтому я надеюсь, что вы простите меня, старший», — с покорной улыбкой сказал Цзятяньму. «Откуда вы узнали, что я был рядом?» «По моему мнению, мои техники сокрытия весьма эффективны, особенно против тех, кто имеет более низкий уровень культивации, чем я», — немного помолчав, спросил Хань Ли. После недолгого колебания Цзятяньму открыл рот и выплюнул предмет, который приземлился в его руке. Затем он предложил Хань Ли взглянуть на него. «Конечно, я не смог бы обнаружить ваше присутствие самостоятельно, все благодаря этой штуке». Хань Ли сфокусировал свой взгляд на предмете и обнаружил, что это была черно-белая бусина с чем-то, что выглядело как вихри духовной ци, которые клубились на ее поверхности. Что это? Хань Ли нашел этот предмет чем-то довольно знакомым. «Вы не знакомы с этим предметом, старший?» Это бусина усиления чувств, это сокровище, очищенное от внутреннего ядра редкого духовного зверя, известного как зверь Ния. Она может временно усилить духовное чутье примерно в 2 раза, но после каждого использования остается довольно много последствий, и сокровище нужно будет культивировать в теле пользователя в течение многих лет, прежде чем оно восстановится. Однако оно чрезвычайно полезно в ужасных ситуациях, правдиво объяснил Цзятяньму. Увеличение духовного чутья в 2 раза. Хань Ли был ошеломлен его словами. Если бы это сокровище могло увеличить уровень культивации примерно в 2 раза, он бы не был так удивлен. В конце концов, сокровища, которые можно было использовать для временного усиления своей силы, хотя были редкостью в мире духов, их все же можно было найти. Однако он первый раз слышал о том, чтобы какое-то сокровище усилить духовное чутье.
Духовное чутье человека обычно возрастает вместе с его уровнем культивации, а также с используемыми искусствами культивации, так что, вообще говоря, никакое сокровище не могло повлиять на его духовное чувство. Бусина усиления чувств. Зверь Ние, пробормотал Хань Ли с своеобразным выражением в глазах. Сердце Цзятяньму задрожало при виде выражения лица Хань Ли, и он поспешно добавил: однако звери Nii, необходимые для изготовления этой бусины, практически вымерли в мире духов, и после использования бусины усиления чувств другим человеком, она уже может не сработать. Если кто-то насильно проглотит бусину усиления чувств, которая ранее уже использовалась кем-то другим, он может сойти с ума, а его духовное чутье станет чрезмерно хаотичным. Понятно, Хань Ли был довольно разочарован, услышав это, и намек на намерение убить, только что зародившийся в его сердце, быстро исчез. Однако он считал черную бусину чрезвычайно знакомой. На самом деле, она была похожа на ту, что лежала в его браслете для хранения. Хань Ли внезапно вспомнил, как бесчисленное количество лет назад он убил этого неизвестного зверя в долине падения демонов. Внутреннее ядро этого зверя было очень похоже на эту бусину усиления чувств. Неужели это был мутировавший зверь Ние? Когда эта мысль пришла ему в голову, сердце Хань Ли вздрогнуло от волнения. Если бы у него также была бусина усиления чувств, то разве он не смог бы выпустить в 2 раза больше золотых прожорливых жуков, чем обычно? В ужасных ситуациях против чрезвычайно могущественных врагов он смог бы отпугнуть их своими золотыми прожорливыми жуками. Несмотря на эти мысли в его голове, Хань Ли больше не задавал вопросов о бусине усиления чувств, поскольку не хотел вызывать подозрений у Цзятяньму. Вместо этого он взглянул на марионетку рядом с ним и спросил равнодушным голосом: «Судя по тому, с каким намерением существа Цзячи хотели схватить тебя, ты, должно быть, необычное существо, верно? Не хочешь представиться? Я всего лишь существо 3-го уровня высшей расы, которое кое-что знает об изготовлении марионеток, что принесло мне известность в моей расе», ответил Цзятяньму с беззаботной улыбкой. «Это так? Это твоя марионетка. Твои навыки в изготовлении марионеток должны быть действительно выдающимися, раз старейшины расы Цзячи относились к тебе с таким большим уважением», безразлично размышлял Хань Ли. Цзятяньму просто усмехнулся и воздержался от ответа по этому поводу. Вместо этого он осмотрелся, и на его лице появилось слегка обеспокоенное выражение. «Старший, нам лучше не задерживаться в этом месте. Как насчет того, чтобы сначала уйти со мной и по пути обсудить другие вопросы?» В этом ты прав, но я не собираюсь идти с тобой. С этого момента мы идем разными путями. Ты крупная цель, и я не хочу, чтобы из-за тебя ввязываться в неприятности», холодно хмыкнул Хань Ли. Затем он повернулся, и его тело вспыхнуло лазурным светом, готовясь лететь прочь. «Подождите. Чем дальше вы идете, тем больше существ Цзячи встретится вам на пути. Даже с вашими способностями выбраться из этой области будет непросто. Я знаю секретную транспортную формацию, которая может нас напрямую вывести из области, захваченной росой Цзячи», поспешно сказал Цзятяньму с настойчивым выражением лица. «Транспортная формация. Ты ведь не обманываешь меня, да?» Лазурный свет, исходящий от тела Хань Ли, исчез, и он повернулся к Цзятяньму с удивленным выражением лица. «Будьте уверены, старший, это секретная транспортная формация, созданная исключительно для особых членов 13 небесных облачных рас, таких как я. Как только мы доберемся туда, вы сможете сразу же убедиться в справедливости моего заявления. Если вы это обнаружите, что я солгал, вы можете поступать со мной, как хотите», с улыбкой ответил Цзятяньму. Услышав это, Хань Ли погрузился в безмолвное размышление. В самом деле, он все чаще встречал патрули расы Цзячи на своем пути. Таким образом, он действительно не был уверен в своих шансах сбежать из этой области. Если бы он мог использовать транспортную формацию, которая увела бы его отсюда, это, естественно, было бы очень привлекательным вариантом. У него не было никаких связей ни с 13 небесными облачными расами, ни с расой Цзячи, но насилие, которое раса Цзячи проявила в уничтожении всего города Зеленого Света, указывало на то, что даже если он должен сдаться и предложить нефритовую шкатулку, они не пощадят его. Напротив, казалось, что 13 небесных облачных рас не были столь деспотичны по отношению к посторонним, поэтому было бы неплохо отправиться на их территорию, а затем медленно попытаться найти путь обратно на его первоначальный континент. Кроме того, ему нужно было позаботиться о 2 нефритовых шкатулках, которые ему передал большеголовый человек, а этот Цзятяньму казался довольно важной фигурой в древней звездной расе, так что, возможно, он сможет помочь ему в этом отношении. Подумав обо всех этих вещах, Хань Ли кивнул, и выражение его лица смягчилось. «Хорошо, в таком случае, я буду рад пойти вместе. Пожалуйста, покажи мне путь, господин Даосист Цзя». Цзятяньму был в восторге от этого и поспешно выразил свою благодарность Хань Ли.
Духовная сила в нескольких типах особых духовных камней, используемых в его марионетках, была полностью исчерпана, поэтому не было никакого способа, чтобы высшая раса третьего уровня, подобная ему, смогла отправиться в то место, где располагалась транспортная формация. Однако под защитой Ханьли у него было бы гораздо больше шансов добраться до места назначения, не будучи захваченным или убитым. Таким образом, Цзя Тяньму немедленно поднялся в воздух и забрал марионетки, захваченные существами Цзя Чи, а затем убрал их. После он полетел вдаль, указывая путь для Ханьли. Две полосы света, одна золотая и одна лазурная, исчезли вдалеке спустя несколько мгновений. Глава 1582. Приглашение. В воздухе над огромным городом, окутанным желтым световым барьером, было более 100 серебряных боевых ковчегов разных размеров. Эти боевые ковчеги имели размеры от 10 тысяч футов до 100 тысяч футов, и самые большие из них были похожи на маленькие города, которые парили над огромным городом. Внутри самого большого из боевых ковчегов находилась дюжина или около того существ Цзя Чи на стадии пространственного закаливания, и они стояли внутри самого высокого павильона ковчега, глядя на город внизу. Позади них на стуле сидела бледнокожая молодая женщина с золотисто-лиловыми глазами. Эта группа существ в настоящее время приглушенно разговаривала друг с другом, указывая на огромный город. Молодая женщина, казалось, глубоко о чем-то задумалась. Внезапно у входа в павильон вспыхнул духовный свет, после чего полоса красного света устремилась к молодой женщине. Женщина приподняла бровь, махнув рукой в сторону полосы света, и она превратилась в шар красного пламени, упавший ей на ладонь. Держа в руке огненный шар, она проникла в него своим духовным чутьем. Через некоторое время выражение ее лица стало мрачным, и она сказала холодным голосом: «Что за сборище бесполезных идиотов?» Сердца всех остальных дрогнули от ее слов, и они прекратили разговор, обратив на нее свое внимание. «Что случилось, леди Инь?» — осторожно спросил горбатый мужчина. «Мы мобилизовали группу существ высших рас 7 и 8, чтобы схватить этого Цзя Тяньму, но все они были убиты на месте происшествия, а другую транспортную формацию вообще не смогли активировать», — холодно хмыкнула в ответ молодая женщина. «Как такое возможно? Хотя Цзя Тяньму действительно опытен в изготовлении марионеток, но он всего лишь существо среднего уровня высшей расы, как он смог убить все войска, которые мы послали за ним?» Недоверчиво спросила другая женщина с длинным лицом. По словам выживших, за это в ответе другой культиватор, ответила молодая женщина, покачав головой. «Другой культиватор? В этом районе есть другие существа святой расы, кроме этого города текущей воды», — воскликнул горбатый мужчина. «Нет, существо не стадии интеграции тела, а существо высшей расы 7 уровня. Вот почему я назвал их кучкой бесполезных идиотов. Как столько наших воинов могло проиграть противнику с той же базой культивации?» Голос молодой женщины стал еще более холодным, и в ее глазах промелькнула тень ярости. Никто из других существ не осмелился ничего сказать, увидев ярость молодой женщины. «Немедленно отправьте сообщение посланнику Ту и сообщите им о месте происшествия. Отныне они будут нести ответственность за поимку Цзя Тяньму. Мы сосредоточим все наши усилия и внимание на завоевании города текущей воды». Слова молодой женщины были подобны холодным режущим лезвиям. «У посланника Ту есть другие миссии, которые нужно выполнить. Конечно, он не захочет приходить сюда», — осторожно сказал кто-то. «Просто скажи ему, что тот, кто спас Цзя Тяньму, это существо, которое он хочет поймать, и у него не будет выбора, кроме как взять на себя эту миссию», — ответила женщина, бросив равнодушный взгляд на того, кто только что сказал. «Тот, кто спас Цзя Тяньму, это то же самое существо, которое посланник Ту хочет схватить». Все были поражены его словами. «Хорошо, хватит об этом. Что нам нужно сделать сейчас, так это завоевать этот город в течение следующих 3 дней. После этого город золотых доспехов останется сам по себе, и в то время он будет таким же хорошим, как и наш. Все вы просто действуйте согласно плану», — проинструктировала женщина. «Да», — ответили все другие высокопоставленные существа Цзя Чи, почтительно поклонившись. После этого они вышли из павильона и улетели обратно к боевым ковчегам, которыми они управляли. 2 часами позже все боевые ковчеги начали мерцать духовным светом, испуская оглушительный грохот по приказу молодой женщины. Из боевых ковчегов вырвалось множество воинов в доспехах, гигантских двуглавых соколов и сотни крылатых змеев, образуя упорядоченный строй в воздухе, водонепроницаемым образом окружив весь гигантский город. После появления этой армии расы Цзя Чи из боевых ковчегов вылетели и несколько разноцветных марионеток. Большинство этих марионеток были человекоподобными, наименьшие из которых были сопоставимы по размеру с нормальным человеком, в то время как самые большие были более 100 футов в высоту каждая.
Среди них было всего 3 марионетки звериного типа, и каждая была размером более 1000 футов. Одна из них была в виде гигантской черепахи, но ее панцирь и головы были усеяны острыми, толстыми шипами. У другой марионетки было тело обезьяны и голова тигра с парой массивных золотых оленьих рогов. Третья напоминала летающего муравья, и не только была самой большой из 3, но ее тело было совершенно белоснежным, словно оно было отделано из хрусталя. Видя, как существа Цзячи готовились к крупномасштабной атаке, весь город пришел в бешенство. Через массивный световой барьер можно было увидеть, что во многих местах города загорелась серия защитных формаций. Сразу после этого из формаций поднялись толстые столбы света, проникая в световой барьер в воздухе наверху. Световой барьер мгновенно начал мерцать, и из него вышла серия рун, каждая из которых была размером около 10 футов. В то же время множество фигур вылетело из некоторых зданий в городе, многие из которых немедленно устремились к только что засветившимся формациям. В атаку! Скомандовала молодая женщина в крупнейшем сражении, а 3 самых больших чудовищных марионетки возглавили атаку. Духовный свет закрутился вокруг панциря гигантской черепахи, вслед за которым мгновенно вырвались бесчисленные толстые столбы света. Тем временем обезьяна с головой тигра открыла пасть и выпустила золотой столб света, внутри которого можно было услышать вой ветра и взрывной гром. Гигантский кристаллический муравей тоже открыл пасть и выплюнул огромное пространство плотного зеленого тумана, который вместо этого пронесся по воздуху. Сразу после этого в нижней части ковчег вспыхнула вспышка ослепительного духовного света, после чего оттуда проливным дождем полились столбы света. Внезапно началась серия грохочущих взрывов. Глубоко в чреве огромной горы находился тусклый зал, в котором едва ли что-то можно было разглядеть. Во всем районе царила гробовая тишина, и казалось, что здесь уже много лет никто не бывал. Однако вскоре в зале внезапно вспыхнул белый свет, после чего в центре зала возникла формация размером в несколько десятков футов. С тихим жужжанием вспыхнул духовный свет, и внутри формации появились 2 расплывчатые человекоподобные фигуры. Один из них был удивительно молодым человеком в лазурных одеждах, а другой был человеком с длинными растрепанными волосами, закрывавшие ему половину лица. Этими двоими были Хань Ли и Цзя Тяньму. Это чрезвычайно тайное место, и саму транспортную формацию можно использовать только в крайних случаях. С годами о ней стало помнить все меньше людей. Сейчас мы находимся уже за пределами территории, занятой гонкой Цзячи, и всего в нескольких днях полета от 3-го по величине города наших 13 небесных облачных рас, облачного города, сказал Цзя Тяньму с улыбкой. Затем он провел рукой по воздуху, наложив печать заклинания на драгоценный камень, встроенный в ближайшую стену. Духовный свет мгновенно вспыхнул во всем зале, и около дюжины мест на стенах одновременно загорелись, освещая всю комнату. Хань Ли осмотрел свое окружение и обнаружил, что этот зал был размером чуть более 1000 футов и был полностью вымощен массивными камнями лазурного и белого цвета. Это выглядело вполне обычным и приземленным, но все было безупречно чистым. Таким образом, он кивнул и сказал безразличным тоном: «Похоже, что прошло очень много времени с тех пор, как здесь кто-то был. Между прочим, этот облачный город кажется весьма важным для ваших 13 небесных облачных рас. Я слышал, что даже великий старейшина вашей древней звездной расы прибыл туда». «А, вы тоже об этом знаете, господин Даосист Хань?» Хе-хе, облачный город не только 3-й по величине город в 13 небесных облачных расах, он также был построен очень уникальным образом, так что это довольно известный, ближайший крупный город к армии, развернутый росой Цзячи, и когда настоящая битва, наконец, начнется, облачный город будет местом, где соберутся все могущественные существа наших 13 небесных облачных рас, объяснил Цзя Тяньму с улыбкой на лице. Приятно слышать. Раз город так известен, должен быть он довольно большим. Так случилось, что я ищу большой город, чтобы я мог кое-что сделать там, равнодушно ответил Хань Ли. У меня есть временная пещерная резиденция в облачном городе, так что формально я там наполовину домовладелец. Если у вас есть что-то, что вам нужно сделать, просто приходите и найдите меня. Я не могу гарантировать, что смогу вам помочь с любыми чрезмерно важными задачами, но я смогу протянуть вам руку помощи, если вам просто нужно выполнить несколько поручений, предложил Цзя Тяньму. После того, как Хань Ли с легкостью убил нескольких существ своего ранга культивации, что и он сам, Цзя Тяньму, естественно, уже сделал вывод, что Хань Ли не был обычным существом высшей расы. Таким образом, даже при том, что он уже сбежал из области, находящейся под контролем расы Цзячи, он все еще хотел попытаться подружиться с Хань Ли. Спасибо за любезное предложение, господин Даосист Цзя. Возможно, мне действительно понадобится твоя помощь в некоторых вопросах. Хань Ли не попытался отклонить предложение Цзя Тяньму. Облачный город в настоящее время находится в довольно чувствительном состоянии,
поэтому существам, не принадлежащим к 13 небесных облачных рас, нелегко войти в город. В частности, будет сложно запросить вход для новых лиц, таких как вы. Тем не менее, я видел, как вы убили нескольких существ высшей расы Дзяачи, так что я могу поручиться за вас. Хе-хе, но опять же, все станет намного проще, если вы присоединитесь к нашей звездной древней расе. Как насчет того, чтобы вы стали приглашенным членом нашей расы? У меня есть право приглашать в нашу звездную древнюю расу новых членов, и я могу напрямую рекомендовать вас нашим старейшинам. С вашими способностями вы определенно будете высоко оценены нашей расой. Вдобавок ко всему, преимущества, которые вы получите, став приглашенным участником нашей расы, будут непомерны. Если вы хотите что-то сделать в облачном городе, вам будет намного проще, как приглашенному члену звездной древней расы, Цзя Тяньмо усмехнулся. Спасибо за предложение, брат Цзя, но я не могу гарантировать, что останусь в облачном городе надолго, поэтому я подумаю об этом в другой раз, ответил Хань Ли после короткой паузы. Это правда, мы должны сначала сосредоточиться на том, чтобы добраться до облачного города, а потом обсудить эти вопросы. У меня есть несколько близких друзей в городе, с которыми я могу познакомить вас, когда мы туда доберемся, тепло и гостеприимно сказал Цзя Тяньму. Хань Ли кивнул в ответ, но ничего не ответил. Таким образом, они оба вышли из транспортной формации и бросились к воротам зала. После того, как они распахнули ворота, перед ним предстал коридор из голубого камня, который извилисто вел вверх. Хань Ли и Цзя Тяньму мгновенно превратились в две полоски света и исчезли в коридоре. Мгновение спустя шар белого света и полоски лазурного света вылетели из большой горы, а затем исчезли вдали. Глава 1583. Облачный город. Это облачный город. Хань Ли парил в воздухе, глядя в небо со странным выражением лица. В самом деле, как следует из названия, облачный город — один из двух летающих пригодных для проживания земель в мире духов, наряду с небесным островом. Он не может дрейфовать с ветром, как небесный остров, но он может регулировать свою высоту в зависимости от времени года, с гордостью объяснил Цзя Тяньму. В этот момент они вдвоем находились на вершине небольшой горы, а в нескольких сотнях километров над ними был гигантский плавучий город. Город находился на высоте сотен тысяч футов, и вокруг него не только кружились белые облака, но и весь остров был построен из какого-то неизвестного белого материала. Для города таких огромных размеров то, что он парил так высоко в воздухе, действительно внушало благоговение любому, кто впервые стал свидетелем такого зрелища. Еще одна примечательная особенность — весь город окружало около дюжины массивных нетронутых белых шаров. Шары издалека не казались очень большими, но с близкого расстояния они представляли собой колоссальные объекты диаметром более 100 тысяч футов. Хань Ли не мог определить точное количество этих массивных шаров, поскольку он мог видеть только одну сторону облачного города. Что это такое? После своего первоначального ступора Хань Ли указал на огромные шары вверху с выражением благоговения и любопытства на лице. Это один из главных защитных козырей города, и они были построены нашей древней звездной росой вместе с росой каменных коконов после долгих лет кропотливых усилий. Вы сможете узнать о них более подробно, если немного расспросите окружающих в облачном городе. А пока позвольте мне оставить все в секрете. Цзя Тяньмо загадочно усмехнулся. Услышав это, Хань Ли потерял дар речи. Однако он не собирался пытаться заставить Цзя Тяньмо дать ответ. Таким образом, он поднялся в воздух и полетел в облачный город с намеком на любопытство в сердце. Цзя Тяньму также последовал за ним в виде полоски белого света. С расстояния в несколько сотен км невозможно было точно понять, насколько огромен облачный город. Однако, достигнув 50 километров от города, даже Хань Ли был ошеломлен его гигантскими размерами, несмотря на его огромный опыт. На таком близком расстоянии облачный город, казалось, затенял большую часть всего неба, и по пути он видел различных чужеземных существ, которые летели либо в виде полос белого света, либо на борту экипажей, ковчегов и всех видов летающих сокровищ. По мере приближения к городу число встреченных ими чужеземных культиваторов неуклонно росло. Когда Хань Ли подлетел достаточно близко, чтобы мельком увидеть гигантский шар прямо перед ним, окрестности уже были заполнены бесчисленным количеством чужеземных существ, путешествующими во всех направлениях. По какой-то причине все они огибали гигантские шары, стремясь обогнуть его как можно дальше. Хань Ли прищурился, увидев это, и синий свет вспыхнул глубоко внутри его зрачков, что позволило ему осмотреть гигантские шары более подробно. Колоссальные шары, казалось, были построены из того же материала, что и сам облачный город, но при более внимательном рассмотрении он обнаружил, что на кажущихся гладкими поверхностях этих шаров были слабые трещины. Это было так, как если бы они были трехмерными головоломками, которые были созданы из бесчисленных кусков различных фрагментов.
Почти все материалы были покрыты мерцающими золотыми и серебряными рунами, придавая шарам чрезвычайно загадочный вид. Хань Ли невольно нахмурился, направив свое духовное чутье к огромному шару впереди, но как только оно вошло в контакт с шаром, его сразу же отразила мощная сдерживающая сила. Хань Ли не нашел в этом ничего странного. Напротив, он был бы весьма удивлен, если бы так легко смог определить внутреннюю структуру такого загадочного объекта. Если вы несете какие-либо металлические сокровища или материалы, убедитесь, что не находитесь на расстоянии 10 тысяч футов от этих шаров. В противном случае все металлическое имущество, которое у вас есть, будет насильственно захвачено и поглощено этими шарами. Облачный город не будет выплачивать компенсацию за убытки, понесенные в результате этого, предупредил Цзя Тяньму. Это так? Хань Ли был очень удивлен услышанным. Он взглянул на существ вокруг него, осторожно избегавших гигантских шаров, и он уже был почти полностью убежден, что Цзя Тяньму говорит правду. Переведя взгляд в другое место, Хань Ли обнаружил, что к массивным городским воротам облачного города летело множество существ. У городских ворот было несколько десятков стражников в доспехах, и все они стояли по обе стороны ворот с серьезными выражениями лиц, проводя осмотр всех существ, намеревавшихся войти в город. Эти тщательные осмотры предназначались только для культиваторов, желающих попасть в город, в то время как покидающие город полностью игнорировались. Все стражники были с ног до головы покрыты доспехами, но было совершенно очевидно, что все они были разных форм и размеров, и, казалось, принадлежали к разным расам. При виде этого Хань Ли прищурился, продолжая идти вперед, и через некоторое время прибыл к городским воротам вместе с Цзя Тяньму. В этот момент спустилась дюжина или около того других существ, и все они, казалось, готовились пройти осмотр. Так называемый осмотр проходил при участии нескольких охранников, державших в руках странно выглядящие диски и сканирующих их на незнакомых лицах, которые пытались проникнуть в город. В то же время другое существо держало другой объект, что-то записывая туда и слушая приговор, вынесенный его товарищами. В воздухе над облачным городом не было видно никаких световых преград или ограничений подобного рода. Однако небо было совершенно ясным, и никто не осмеливался пролететь над городскими стенами высотой в 1000 футов. В этот раз Цзя Тяньму не стал ничего объяснять. Вместо этого он просто улыбнулся и внезапно направился прямо к стражникам у городских ворот. В процессе он перескочил в очереди, и все существа впереди него, естественно, были весьма недовольны его действиями. Однако большинство этих существ находились только на стадии заложения основ или стадии формирования ядра. Следовательно, все они поспешно сбросили свои гневные выражения, обнаружив своим духовным чутьем, что Цзя Тяньму был существом высшей расы. Существа в очереди не осмелились что-либо сделать, но это не относилось к стражникам у городских ворот, и все они немедленно повернулись к Цзя Тяньму с холодным выражением на лице. Все эти стражники были того же ранга культивации, что и Цзя Тяньму, или даже превосходили его, но он совершенно спокойно махнул рукавом в воздухе. Из его рукава вылетел черный талисман размером с ладонь и направился прямо к одному из стражников. При виде этого охранник сначала дрогнул, но быстро собрался с мыслями и поймал талисман, сосредоточив на нем взгляд. В то же время губы Цзя Тяньму слегка задрожали, и хотя он ничего не говорил, было совершенно ясно, что он использовал технику передачи голоса. То, что произошло потом, полностью ошеломили всех существ в очереди. Уловив четкий проблеск талисмана в своей руке, на лице охранника появилось изумленное выражение, и, услышав передачу голоса Цзя Тяньму, он поспешно шагнул вперед и вернул ему талисман. Затем он почтительно поклонился и сказал: «Приветствую вас, мастер Цзя из древней звездной расы. Пожалуйста, проходите». Старейшины древней звездной расы заранее проинструктировали нас отвести вас в павильон Небесной Зари на встречу с ними сразу, как только вы прибудете. Но мы не можем исключить возможность того, что в городе могут быть шпионы расы Цзя-Чи. Мы отправим несколько охранников, чтобы они сопровождали вас в павильон Небесной Зари. Старейшины уже в павильоне Небесной Зари? Я как раз собирался встретиться с ними. Об охранниках можете не беспокоиться. Меня будет сопровождать господин Даосист Хань, так что со мной все будет в порядке, пока на меня не нападают существа стадии интеграции тела. Кстати, господин Даосист Хань не из 13 небесных облачных рас, так что приготовьте для него бесплатный талисман идентификации личности самого высокого уровня. Я могу лично поручиться за него, приказал Цзя Тяньму, забирая свой талисман у охранника. Да, мастер Цзя. Услышав это, охранник слегка дрогнул и немедленно кивнул в ответ. В этот момент неторопливо подошел и Хань Ли. Охранники тут же махнули дисками в руках в его сторону, и Хань Ли почувствовал взрыв очень слабого духовного давления, исходящего от странных круглых дисков. Сразу после этого от тел охранников возникло несколько всплесков духовного чутья, и затем они объединились в одно, устремившись к Хань Ли. В глазах Хань Ли появился намек на удивление.
Он первый раз видел технику, которая позволила объединить духовное чутье нескольких людей в одно. Как и ожидалось от одного из основных городов 13 небесных облачных рас, даже стража у городских ворот была способна использовать такую невероятную секретную технику. Осмотрев уровень культивации Ханли, все охранники преисполнились благоговения и почитания. Существа 7-го уровня высшей расы были довольно редкими, даже среди 13 небесных облачных рас. Все охранники испытали облегчение, убедившись, что их диски не обнаружили в теле Ханли какой-либо родословной расы Цзя-Чи, и один из них сказал: «Старший, раз мастер Цзя ручается за вас, и вы прошли наш предварительный осмотр, мы сразу же выдадим вам талисман идентификации личности. С этим значком вы сможете отправиться куда угодно в облачном городе, за исключением нескольких секретных и запрещенных зон». «Спасибо за вашу тяжелую работу», — доброжелательно ответил Хань Ли. Охранник стадии божественной трансформации поспешно махнул рукой в ответ и больше не стал говорить о том, чтобы приставить охрану к Цзя Тяньму. Было совершенно ясно, что, по его мнению, высшая раса 7-го уровня, подобная Хань Ли, была более чем достаточной для обеспечения безопасности Цзя Тяньму. Спустя несколько мгновений охранники сделали нефритовый талисман, который содержал основную информацию о Хань Ли, и передали ему. После этого все стражники отошли в сторону, раскрывая дорогу, и Цзя Тяньму вошел в город, а Хань Ли последовал за ним неторопливо. Друг да ассист, Цзя, какую секретную технику они использовали только что, чтобы объединить свое духовное чутье в единое целое? Разве такая необычная техника не была бы чрезвычайно эффективной в бою? Внезапно спросил Хань Ли, когда они вошли в город. Глава 1584. Небесные облачные расы. Это техника духовной конденсации. Это действительно весьма необычная секретная техника, созданная лазурной расой, но перед тем, как эту технику можно будет культивировать, необходимо выполнить строгий набор предварительных условий. Участвующие культиваторы не только должны быть братьями по крови, но и их искусство культивации должно быть согласованы, чтобы они смогли использовать эту технику. В отличие от всех других небесных облачных рас, большинство существ лазурной расы рождаются как сиамские братья и сестры, и довольно часто бывает, что рождаются по 7 детей, объединенных в единое существо. Однако, когда они немного подрастут, они смогут разделиться. Будучи взрослыми, существа лазурной расы размещаются у всех 4 городских ворот облачного города, чтобы проводить осмотр всех, кто хочет войти в город. После использования техники духовной конденсации, даже существа с гораздо более высоким уровнем культивации, чем их собственное, не смогут ничего скрыть от них, с улыбкой объяснил Цзя Тяньму. Хань Ли был немного разочарован этим, но затем он решил, что, конечно, не повредит упомянуть о такой необычной технике, которая могла бы помочь ему в его собственной культивации. Имея это в виду, он сказал: «Понятно. Похоже, мне не хватает знаний. Однако я действительно очень заинтересован в этой технике. Ты случайно не знаешь, как ее культивировать?» Лазурная раса очень высоко ценит технику духовной конденсации, поэтому копий этой техники, распространенной за пределами расы, немного. Тем не менее, я смогу найти способ заполучить эту копию. Если вы действительно хотите, я найду кого-нибудь, кто сможет достать вам копию, ответил Цзя Тяньму. Благодарю, господина даосист Цзя, сказал Хань Ли с улыбкой, сложив кулак в знак приветствия. Ха-ха, пустяки. Вы мне спасли жизнь, так что это меньшее, что я могу сделать. Сейчас мне нужно навестить старейшин нашей древней звездной расы, поэтому я не смогу больше сопровождать вас. Вот место моей пещерной резиденции, вы можете прийти через несколько дней туда за моей разумной марионеткой, которую я обещал вам ранее. По правде говоря, у меня есть только 2 или 3 марионетки такого высокого ранга, и я должен получить одобрение от старейшин, прежде чем я смогу отдать ее постороннему. Однако будьте уверены, у меня есть некоторый статус в древней звездной расе, так что я без проблем одобрения, с улыбкой сказал Цзя Тяньму, вручая Хань Ли каменную табличку. К этому моменту они оба уже прибыли в город. Впереди была широкая улица, по обеим сторонам которой стояли различные магазины и люди. Этот город был не очень оживленным, но и не город-призрак. Хань Ли принял каменную табличку и бегло осмотрел ее содержимое, используя духовное чутье, а затем улыбнулся и ответил: «Хорошо, у меня тоже есть кое-какие дела, так что разойдемся здесь». Облачный город населен не только существами небесных облачной рас, но и множеством чужеземных существ, некоторые из которых проживают здесь больше 1000 лет. Таким образом, помимо некоторых временных жилищ, есть также пещерные резиденции, которые можно арендовать. Плата за аренду очень высока, но поскольку вы все равно не планируете оставаться здесь надолго, эти расходы не должны быть проблемой для вас. Также убедитесь, что не используете свою духовную силу в городе без уважительной причины и старайтесь ни с кем не затевать сражений. В
противном случае, если вас поймают на этом из-за ограничений в городе, вы будете изгнаны, если вам повезет, а в худшем случае вы даже можете лишиться вашего уровня культивации. Даже старейшины наших 13 небесных облачных рас должны соблюдать это правило. Ладно, хватит болтовни, мне пора. Сказав последние слова предостережения, Цзя Тяньму повернулся и ушел. Хань Ли смотрел, как Цзя Тяньму окликнул призрачную карету, в которую была запряжена пара оленевидных духовных зверей, а затем сел в карету и уехал. Только после этого он отвел взгляд и внимательно осмотрелся. Это место действительно соответствовало своему статусу одного из главных городов 13 небесных облачных рас. Вдоль улиц стояло бесчисленное множество зданий разного стиля, и практически не было двух абсолютно одинаковых зданий. Некоторые из этих зданий были горными сооружениями высотой более 1000 футов, в то время как другие были высотой всего несколько десятков футов, но все они были чрезвычайно замысловатыми. Некоторые из них были квадратными и угловатыми, напоминающими павильоны, часто встречающиеся у людей, некоторые были похожи на гигантские деревья, переливающиеся зеленым светом. Этот город очень заинтриговал Хань Ли. Как следует из названия, 13 небесных облачных рас состояли из 13 различных рас, но все они жили вместе и гармонии бесчисленное количество лет, развиваясь и сосуществуя как единое целое. Если бы не тот факт, что они были объективно разными существами с разными родословными, их можно было бы рассматривать как одну огромную расу. Ни одна из 13 небесных облачных рас не была достаточно мощной, чтобы самостоятельно противостоять колоссу, подобному расе Цзячи, но их совокупные силы были сопоставимы с высшими расами мира духов. Вот почему 13 небесных облачных рас сумели просуществовать до этого момента, несмотря на их непосредственную близость к территории расы Цзячи. На самом деле битвы на границах между расой Цзячи и небесными облачными расами вспыхивали довольно регулярно. Либо раса Цзячи захватывала еще часть территории небесных облачных рас, либо последние возвращали себе часть потерянной земли. Конечно, в большинстве случаев раса Цзячи все же побеждала. Однако 13 небесных облачных рас постоянно поддерживали друг друга, поэтому они не понесли решающих потерь. Таким образом, небесные облачные расы не были удивлены внезапной атакой расы Цзячи. Вместо этого они смогли отреагировать быстро и спокойно, собрав свои могущественные существа для подготовки, чтобы нанести своим врагам тяжелый ответный удар. Вся эта информация была раскрыта намеренно или непреднамеренно Цзя Тяньму во время их разговоров по дороге сюда. Согласно Цзя Тяньму, небесные облачные расы владели довольно обширной территорией, и раса Цзячи была не единственным могущественным соседом. Также была ночная раса, которая не уступала по силе 13 небесным облачным расам, а также чуть более слабая взрывная раса. Конечно, в окрестностях было много мелких рас, но единственный способ выжить для них — это присоединиться к одной из более сильных рас. В противном случае они либо были бы полностью уничтожены, либо вынуждены были искать другой дом подальше. Это дало Хань Ли общее представление о ситуации вокруг рас в этой области. В настоящее время он осматривал улицы города, медленно продвигаясь вперед и размышляя о том, что он собирается делать дальше. Его целью, несомненно, была транспортная формация, которая могла бы вернуть его на континент Тяньюань. Однако не было возможности, чтобы одно существо могло владеть транспортной формацией такого ранга. Вместо этого она, скорее всего, находится под контролем некой крупной державы. В этом случае у него не было другого выбора, кроме как поддерживать связь с высшим руководством этой великой державы, если он хотел использовать их телепортацию. Вот почему он не отклонил приглашение Цзя Тяньму в облачный город. Однако он собирался решить, будет ли он приближаться к высшим кругам небесных облачных рас после того, как он соберет достаточно информации. Теперь его главным приоритетом было найти место для проживания в городе, а затем медленно искать зацепки. Приняв решение, Хань Ли больше не колебался. Он взглянул на магазины вокруг себя, затем выбрал один, напоминавший по своему дизайну человеческий павильон, и вошел туда. Магазин был не очень большим, всего в 2 этажа. Судя по продаваемым на полках товарам, казалось, что это самый обычный универсальный магазин. Владелец магазина был зеленокожим существом. Он сидел на стуле, но при виде Хань Ли сразу же поднялся на ноги с улыбкой на лице. «Чем я могу вам помочь, старший?» «Мы продаем несколько видов специализированных местных продуктов из облачного города, а также карты, бытовую технику. Этому чужеземцу, казалось, было за 40, и хотя он находился только на стадии заложения основ, он не проявлял страха в присутствии Хань Ли. После вежливого приветствия он начал хорошо отрепетированную болтовню, рекламируя свои товары. В этом не было ничего удивительного. В конце концов, на своем скромном уровне культивации он, скорее всего, даже не мог отличить культиватора зарождающейся души от культиватора стадии пространственного закаливания.
Кроме того, в облачном городе было бесчисленное количество существ, которые были намного сильнее его, поэтому он, скорее всего, уже привык находиться в присутствии существ, которые были для него непостижимо могущественными. Хань Ли взглянул на продавца и взмахнул рукавом. Оттуда вылетел среднеранговый духовный камень, и Хань Ли сказал: «Дайте мне самую подробную карту облачного города, которая у вас есть. Кроме того, у меня есть кое-что, о чем я хочу узнать». Поймав духовный камень, улыбка продавца сразу же стала шире от восторга, и он достал с одной из полок магазина табличку из красного камня, сказав: «Это лучшая карта в моем магазине, и можете быть уверены, что я отвечу на ваши вопросы в меру моих возможностей». Старший, спустя некоторое время Хань Ли вышел из магазина со спокойным выражением лица. Он остановил на улице экипаж, запряженный странным зверем, а затем дал водителю адрес и закрыл глаза, начав медитировать. Водитель тут же погнал запряженную зверем повозку к месту назначения. 4 часа спустя, проехав бесчисленное количество улиц, повозка, наконец, доставила Хань Ли до ближайшего угла облачного города и остановилась перед странным массивным зданием. Хань Ли бросил водителю несколько духовных камней, а затем вышел и спокойно взглянуть на здание. Это было высокое здание в форме холма, целиком построенное из материала, напоминающего желтый песок. Здание было более 10 тысяч футов, в несчетное количество раз выше, чем другие здания поблизости. Кроме того, по всему зданию было разбросано несколько десятков комнат разного размера, и время от времени можно было увидеть, как какие-то существа входили и выходили из дверей. При взгляде издалека оно было похоже на гигантскую осиную сеть. Хань Ли долго стоял на месте в легком оцепенении, прежде чем, наконец, бросил взгляд вниз на большой широко открытый вход у основания здания. На стене по обе стороны от входа был начертан странный иероглиф, и даже с огромным количеством иностранных языков, которыми владел Хань Ли, он был совершенно не в состоянии расшифровать, что означают эти символы. Немного помедлив, Хань Ли погладил подбородок и зашагал ко входу. Войдя в здание, он оказался в необычайно просторном зале. Зал был размером более 2000 футов, а стены и земля были вымощены красивым зеленым нефритом. Вдоль стен стояли ряды цветочных горшков высотой в несколько футов, и внутри этих горшков росли различные духовные растения. В центре зала стоял полуразрушенный черный деревянный стол, на котором раскинулся человек с белоснежными волосами в длинных серых мантиях. Мужчина сидел там совершенно неподвижно и был, казалось, в глубоком сне. Хань Ли подошел к столу и сказал: «Найдите мне одну из ваших более уединенных комнат, я хочу остаться здесь на несколько дней». Глава 1585. Встреча с знакомым. Голос Хань Ли был не очень громким, но в ушах пожилого человека звучал как раскат грома, в результате чего он мгновенно проснулся. «Ах, добро пожаловать! Я сейчас найду для вас комнату, старший». Пожилой мужчина вздрогнул и резко выпрямился, а затем поспешно вытащил мерцающее белое сокровище, напоминавшее бухгалтерскую книгу, и быстро просмотрел его. При виде этого Хань Ли нахмурился. Этот пожилой мужчина тоже был культиватором, так почему же он был таким безразличным? Оказалось, что раньше он не притворялся, а действительно заснул. Пока эти мысли проносились у него в голове, он бросил взгляд на лицо пожилого человека и, резко изменившись в лице, он воскликнул: ты старший боевой брат Сян. Почему ты здесь?» Болезненным стариком был никто иной, как Сян Чжили, который вошел в пространственный узел в человеческом мире немного раньше Хань Ли. Его лампа души погасла вместе с лампами старого дьявола Ху, эксцентрика ветра, и остальных вскоре после того, как они вошли в пространственный узел, так что он должен был быть мертв. Вот почему Хань Ли был так потрясен, увидев его здесь живым. Услышав слова Хань Ли, пожилой мужчина внезапно запнулся и только через некоторое время медленно поднял голову, чтобы взглянуть на Хань Ли. «Младший боевой брат Хань, это действительно ты?» Пробормотал пожилой мужчина со странным выражением лица, на котором было что-то среднее между улыбкой и гримасой. «Да, это я. Почему твой уровень культивации и аура такие?» Хань Ли направил свое духовное чутье на Сян Чжили, отчего на его лице появилось смущенное выражение. Сян Чжили был культиватором стадии божественной трансформации еще в человеческом мире, но его уровень культивации с тех пор регрессировал до стадии формирования ядра, и его аура была чрезвычайно слабой, как если бы его тело получило серьезные повреждения. Сян Чжили долго безучастно смотрел на Хань Ли, пока ему в голову внезапно не пришла мысль, и он поспешно поднялся на ноги, сказав: «Младший боевой брат, ты тоже пришел в мир духов через пространственный узел и, кажется, значительно продвинулся в своей культивации. Здесь не место для разговоров. В любом случае, в ближайшее время не будет никаких клиентов, так что пойдем со мной, и мы поговорим в другом месте». Затем он повел Хань Ли к двери, расположенной в стороне от холла, и Хань Ли, немного помедлив, пошел за ним. Войдя в дверь, они двое оказались в длинном коридоре,
по обе стороны от которого росли экзотические растения. Сян Чжили не стал уводить Хань Ли очень далеко и вместо этого толкнул ближайшую каменную дверь, приглашая Хань Ли войти. «Присаживайся, младший боевой брат. Я бы никогда не подумал, что снова увижу тебя. В моем нынешнем состоянии я слишком смущен, чтобы находиться в твоем присутствии», усмехнулся Сян Чжили с кривой улыбкой. Его голос был очень удрученным и угрюмым, и он казался лишь тенью своего прежнего «я». «Что случилось с вами в пространственном узле столько лет назад? Остальные двое еще живы?» — спросил Хань Ли. Эксцентрик Ветер и старый дьявол Ху умерли. Нам очень не повезло, и мы столкнулись с множеством пространственных штормов на своем пути. В последний раз 2 пространственных шторма объединились, и я был единственным, кто выжил. Однако, я потерял почти весь мой уровень культивации из-за использования большого количества секретных техник в быстрой последовательности, чтобы спасти себя. Нынешний уровень культивации является результатом многих лет напряженной культивации. Сян Чжили тяжело вздохнул. Пространственный узел действительно был чрезвычайно опасным местом, поэтому тот факт, что ты выжил, уже чудо. Однако лампа души, которую ты оставил в человеческом мире, уже погасла. И почему ты здесь, на грозовом континенте, а не на человеческой территории? Спросил Хань Ли. Моя лампа души, скорее всего, погасла из-за секретных техник, которые я использовал, чтобы спастись. Последствия использования этих секретных техник оставили меня в таком ужасном состоянии, что я был едва жив. А на твой второй вопрос у меня нет ответа. Я едва смог пережить пространственные бури, с которыми столкнулся, но как только я вышел из пространственного узла, я оказался здесь. Если бы меня не спасли, вряд ли я сейчас был бы жив. Судя по всему, после выхода из пространственного узла ты попал на человеческой территории мира духов. В этом случае я могу только предположить, что пространственные бури полностью сбили меня с курса. В глазах Сян Чжили все еще был намек на затяжной страх при воспоминаниях об ужасных событиях в пространственном узле, несмотря на то, что прошло столько лет. Хань Ли на этот раз просто кивнул, не говоря ни слова. «Почему ты работаешь здесь, старший боевой брат Сян? Неужели ты не думал о возвращении к человечеству?» Серьезно спросил Хань Ли. Хозяин этой гостиницы — существо из расы каменного кокона, и он тот, кто спас мне жизнь. Он довольно добросердечный и весьма могущественный. Он также, кажется, имеет определенный статус в расе каменных коконов, и я решил присматривать за его гостиницей, чтобы отплатить за его доброту, а также потому, что мне некуда больше идти. Кроме того, я давно отказался от мечты вернуться к человеческой расе. Под контролем 13 небесных облачных рас действительно есть транспортная формация, которая может облегчить телепортацию на другие континенты, но говорят, что каждый раз требуется огромное количество духовных камней для ее активации, и только этих затрат достаточно, чтобы лишить священную расу всего их богатства. Даже если бы я вернулся к пику моих способностей, у меня бы не было права использовать эту формацию. Кроме того, даже если бы я телепортировался на континент Тянь-Юань, в моем текущем состоянии у меня не было бы шансов пройти через первозданный мир к человеческим территориям. Вдобавок ко всему, у меня нет никаких шансов когда-либо достичь стадии пространственного закаливания, поэтому я планирую провести здесь остаток своей жизни, ответил Сян Чжили, покачивая головой. После его слов Хань Ли не знал, как его утешить. Между прочим, я еще не слышал о твоем опыте. Хотя я не могу вернуться к человеческой расе, я все же хочу услышать о том, как мы, люди, живем в мире духов. Ты бы мог рассказать мне об этом? Спросил Сян Чжили. Мне нечего показать и рассказать о моем опыте. Достигнув стадии божественной трансформации, я также отправился в пространственный узел в соответствии с координатами, которые ты мне послал, и рискнул войти в него вместе с ледяным фениксом, которая также к тому времени я достигла стадии божественной трансформации. Мне очень повезло в том, что, хотя я также столкнулся с пространственными штормами, я смог выйти в значительной степени невредимым с помощью пространственных способностей ледяного феникса. Что касается текущей ситуации, в которой находится человечество, можно сказать, что мы процветаем. В лучшем случае, мы справляемся. Что касается деталей, Хань Ли кратко рассказал о своем собственном опыте, но воздержался от раскрытия факта, что он когда-то полностью потерял свой уровень культивации. В информации о ситуации человеческой расы не было ничего строго конфиденциального, поэтому Хань Ли был рад раскрыть текущую ситуацию Сян Чжили. Итак, у нас есть 3 территории и большое количество культиваторов в стадии интеграции тела. В таком случае я могу вдохнуть с облегчением. Сян Чжили внимательно выслушал рассказ Хань Ли и глубоко вздохнул. Хань Ли снова ненадолго замолчал и внезапно спросил, действительно ли в 13 небесных облачных расах существует транспортная суперформация? Как ты узнал об этом, старший боевой брат Сян? Хе-хе, ты хочешь использовать транспортную формацию?
На самом деле это не секретный вопрос. Не только одна из 13 небесных облачных рас, но и раса Дзяочи и ночная раса также владеют по одной. Среди основных рас в этой области только взрывная раса, по-видимому, еще не построила ее. Транспортные формации, способные телепортировать существа между континентами, доступны только существам на стадии интеграции тела или выше, и ты тоже не являешься существом из 13 небесных облачных рас, так что тебе будет очень сложно получить разрешение на использование формации. К счастью, 13 небесных облачных рас не слишком ксенофобны по отношению к чужеземных существ, поэтому вам просто нужно поселиться здесь и культивировать. Тогда ты не только составишь мне компанию, но и сможешь рассмотреть вопрос о возвращении к человеческой расе после перехода на стадию интеграции тела. Кстати, каков твой уровень культивации в настоящий момент? Я чувствую, что ты намного сильнее, чем был в человеческом мире, но у меня нет возможности определить твой уровень культивации, полюбопытствовал Сян Чжили. Позже мне придется подумать о транспортной формации, но в настоящее время я, к счастью, смог перейти к стадии пространственного закаливания. Хань Ли не пытался скрыть свой уровень культивации. Стадия пространственного закаливания. Ты действительно очень быстро прогрессируешь, младший боевой брат Хань. В таком случае тебе больше не нужно беспокоиться об ограничениях продолжительности жизни. С завистью вздохнул Сян Чжили, услышав это. Технически я бессмертен, но, учитывая великую небесную трибуляцию, которая случается со мной каждые 3000 лет, мои заботы еще далеки от завершения. Каждая последующая небесная трибуляция более жесткая, чем предыдущая, и я все равно умру, если только я могу подняться в мир истинных бессмертных, сказал Хань Ли со слабой улыбкой. Это не одно и то же. Достигнув стадии пространственного закаливания, у тебя будет 1000 лет между небесными трибуляциями, так что ты сможешь не торопиться в культивации. Кто скажет, что ты не победишь, учитывая твою блестящую способность? Думаешь, ты не сможешь подняться в мир истинных бессмертных? Сян Чжили усмехнулся, покачав головой. Среди нашей человеческой расы и расы демонов никогда не было недостатка в невероятных талантах, но скольким из них в итоге удалось подняться в мир истинных бессмертных? Я сосредотачиваюсь только на своей культивации шаг за шагом, а не смотрю слишком далеко вперед. Я не настолько амбициозен, сказал Хань Ли с кривой улыбкой. Хе-хе, давай обсудим этот вопрос в другой раз. Я должен пока присмотреть за гостиницей, и я приду в твою комнату сегодня вечером для более подробного разговора. Ты бы не отказался увидеть меня, не так ли, младший боевой брат Хань? Усмехнулся Сян Чжили. Конечно, нет. Я только что прибыл в облачный город, так что мне есть о чем с тобой поговорить, Хань Ли кивнул в ответ. Таким образом, Сян Чжили выбрал для Хань Ли относительно уединенную комнату и вернулся в холл. Хань Ли установил ограничение в комнате, а затем сел, скрестив ноги, и погрузился в глубокие размышления. Тот факт, что он встретил здесь Сян Чжили, заставил его пересмотреть некоторые вещи.